Привет, друзья! Сегодня покажу вам быстрый, но очень эффектный французский завтрак. Будем готовить легендарный сэндвич крок-мадам, который идеально подходит не только для завтрака, а если честно и для любого перекуса. И если вам рецепт понравится, то обязательно ставьте лайки. А мы поехали готовить! Для нашего сэндвича один из ключевых моментов – это вкусный соус бешамель. Поэтому в сотейнике растапливаем сливочное масло хорошего качества. Я взяла 82%. Добавляем муку и тщательно перемешиваем. Затем постепенно вливаем молоко. И постоянно мы работаем с венчиком. Доводим соус до гладкую кремовую текстуру. Обязательно солим и добавляем немного мускатного ореха. Это важный акцент во вкусе бешамеля. И пока наш соус остывает, мы займемся с хлебом. Для крок-мадам чаще всего используют бриош или обычный тестовой хлеб. Собственно, у меня тоже тостовый хлеб. Поэтому сейчас мы его намажем со сливочное масло и немного подрумяним на сухой сковородке. Это добавит вкус и поможет сэндвичу держать форму, чтобы он не размок. Наш хлебушек уже готов, он уже подрумянился и создавалась такая пленочка защитная. Теперь мы переходим к сборке. Вообще для крок-мадам чаще всего используют шинку, но я не нашла в магазине, поэтому я взяла вот такой ростбиф. Я думаю, получится очень-очень вкусно. И давайте уже начинать собирать наш сэндвич. На ломтик хлеба выкладываем немного соуса бешамель. Затем добавляем мяско и сверху кладем сыр. Лучше всего подойдут грюмеры или элементаль, но можно взять любой сыр, который вам нравится и хорошо плавится. И добавляем еще немного бешамеля поверх сыра. То же самое делаем с нашей второй половинкой хлеба, после чего мы их соединяем между собой. И сверху снова немного соуса бешамель и сыр кладем обязательно. Наши сэндвичи вот как сейчас выглядят, и даже сейчас они очень аппетитно смотрятся. А еще представьте себе, когда сыр поплавится и поджарится, это будет мамма мия. Теперь сэндвичи отправляем в формочку, и нам нужно их отправить где-то на 3-4 минутки в духовке, чтобы сыр поплавился, расплавился и он поджарился. А пока сэндвич отдыхает в духовку, точнее жарится, мы с вами приготовим глазунью. На сковороде отправляем небольшое количество оливкового масла и жарим яйцо. Важно, чтобы желток остался тягучим, а не полностью прожаренным. Готовую глазунью выкладываем поверх наших сэндвичей, и наш завтрак уже готов. Давайте посмотрим его поближе. Ребята, наш французский завтрак готов, и он получился просто превосходный. А сейчас вам расскажу маленькую историю по поводу данного сэндвича. Это улучшенная версия на крок-месье. А потом добавили яйцо, и французам показалось, что яйцо очень похоже на дамскую шапочку, и его назвали крок-мадам. Собственно, вот так и появился этот легендарный сэндвич. И если вам понравился сегодняшний рецепт, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребят. Пока!